Как понять, что мужчина любит женщину? Это важный вопрос, который стоит разобрать, потому что часто бывает так, что вот в отношениях женщине сложно понять по скупым каким-то вот действиям мужчины, это он ее любит или он просто вежливый, он ее действительно любит или он какой-то, может быть, не знаю, мошенник, аферист, который хочет от нее чего-то там добиться. Непонятно. Конечно, мужчины и женщины чувствуют любовь немножко по-разному, тут есть еще и, конечно, индивидуальные особенности, но показывают любовь, проявляют любовь мужчины и женщины уж точно по-разному. Поэтому сегодня в этом видео мы постараемся с вами разобраться в том, как же понять по мужчине, по его поступкам, по его каким-то действиям, что он действительно тебя любит. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт, и сегодня мы говорим о такой важной вещи, как понять, что мужчина действительно любит. Если эта тема интересна, ставь лайк под видео, подписывайся на мой канал, и мы начинаем. Прежде всего, когда мужчина любит женщину, он старается как-то проявлять свою поддержку, в том числе и эмоциональную поддержку. Несмотря на то, что эмоциональность у мужчин развита не так сильно, как у женщин, все равно, когда мы находимся рядом с любимой женщиной, хочется быть более эмоциональным, чем ты обычно. Для мужчины очень важно оказывать поддержку своей женщине, потому что он именно и считает ее своей женщиной. Когда мужчина любит женщину, ему хочется, чтобы она была рядом с ним, ему хочется интересоваться ей, ему хочется изучить ее, ему хочется, чтобы все какие-то ее возможные проблемы, он смог в них как-то поучаствовать, чтобы таким образом показать, что это какие-то наши общие проблемы. То есть мужчина включает женщину в свой контекст жизни, в свой какой-то сценарий. Например, мужчина и женщина встречаются, и женщина начинает рассказывать о каких-то своих ситуациях на работе, и она прям замечает, что он эмоционально вовлекается. Она говорит о каком-то, не знаю, своем сотруднике, который что-то ей такое грубое сказал, и вот мужчина уже прямо такой весь гневный говорит, что бы он там с этим человеком бы сделал, начинает давать какие-то советы, предлагает свою какую-то помощь, что он как-то вовлекается. Если вы видите, что мужчина вас поддерживает, прям включается в какие-то ваши такие эмоциональные моменты, это уже говорит о том, что, вероятно, он вас любит. Вторая очевидная вещь, которая говорит о том, что мужчина любит женщину, это что он проявляет интерес к ее жизни. Если это какая-то такая поверхностная влюбленность или мимолетная страсть, то, как правило, мужчина интересуется женщиной только пока они видятся. Когда они расстались, то что там с женщиной происходит, когда мужчина ее не видит, ему не важно. Она уехала куда-то решать свои вопросы. Потом мы встретимся и будем как-то проводить вместе время. Когда мужчина любит женщину, ему интересно, что там происходит с женщиной, когда они не видятся. Ему интересно, чем она интересуется, чем она живет. Ему хочется женщину узнать, что ли, с разных сторон, понять, что ей нравится. Я знаю много курьезных ситуаций, когда мужчина начинает интересоваться какими-то такими увлечениями, которые ему бы никогда бы в жизни никто бы не сказал, что он будет этим увлекаться. Например, у женщины есть какие-то там, скажем, кошки, он начинает как-то проявлять интерес к кошкам. Или у женщины есть какая-то небольшая собака, какая-нибудь там чихуахуа, он интересуется этой собакой. Или, предположим, какой-то вид спорта, который его никогда не интересовал. Скажем, женщина интересуется танцами, он хочет с ней ходить вместе на танцы. То есть мужчина вовлекается в контексты жизни женщины не потому, что она его туда затягивает, а потому что ему это интересно, он проявляет этот интерес. Третья вещь, которая может говорить о том, что мужчина любит женщину, это если у него есть желание проводить время вместе. То есть понятно, что здесь может быть перекос туда в созависимость, в токсичное слияние, когда мужчина как-то прицепился и от него не отобьешься. Но если в принципе вы понимаете, что вы проводите время вместе, и когда вы предлагаете, мужчина всегда соглашается провести время вместе. Он сам ищет какие-то поводы, чтобы что-то сделать вместе. Если, предположим, вы где-то встретились, и вы чувствуете, что такой какой-то классный вайб, какой-то прекрасная атмосфера, и мужчина также это чувствует, то он не спешит уйти. Ему важно побыть с вами, еще чуть-чуть. Это тоже такой очень тонкий момент, который говорит о том, что мужчина вас любит. Четвертая вещь, которую мужчина показывает, что он любит женщину, это забота, какой-то признаки внимания, мелкие подарки. Вы замечаете, что он, как приходит к вам, например, в гости, всегда приходит не с пустыми руками, или он время от времени дарит вам там цветы, конфеты, какие-то такие стандартные вещи. Он дарит вам какие-то подарки или безделушки, которые все равно в контексте ваших отношений, чтобы проявить внимание. Вы когда-то сказали, что вам интересна какая-то книга, и через пару дней он вам дарит эту книгу, и вы удивляетесь, у вас такой вау-эффект, он вас любит, потому что ему важно увидеть это счастье в ваших глазах. Пятая вещь, на которую стоит обратить внимание, чтобы понять, что мужчина вас любит, это что между вами есть доверие и открытость. Вы замечаете, что мужчина говорит с вами на такие темы, на которые он, вероятно, не с каждым человеком будет разговаривать. Когда вы ему задаете какие-то такие глубокие или личные вопросы, вы видите, что он думает, и он не придумывает какие-то там версии, а он, скорее всего, говорит правду, это видно по человеку. Общаясь с ним, вы понимаете, что у вас нет каких-то мертвых пятен или несостыковок в картине того, что с ним происходит. То есть нет такого, что он никогда не говорит, скажем, о своих детях, или он никогда не говорит о своей работе, или никогда не говорит о своих родителях, но говорит о ком-то другом. То есть он вроде как ничего от вас не скрывает. Кроме того, вы замечаете, что мужчина делится с вами своими мыслями и чувствами. Он не говорит то, что вы хотели бы услышать, он говорит что-то такое, что его действительно волнует. То есть вы замечаете, что есть какие-то мысли, которые, возможно, даже непопулярные, может быть, какие-то мысли, в которых какие-то суждения его, в которых он сомневается.
он с вами этим делится. Это означает, что есть какая-то открытость с вами, как с важным для него человеком, что говорит о том, что он вас, вероятно, любит. Шестая вещь, которая говорит о том, что мужчина вас любит, если вы замечаете, что вот между вами есть возможность какого-то открытого диалога, какого-то поиска компромиссов. Если вы замечаете, что у вас есть где-то разность мнений, разность каких-то вот, взглядов или планов даже на сегодняшний вечер, то вы стараетесь договориться, оба готовы к компромиссу, и вы замечаете, что мужчина не продавливает свою позицию, он не подстраивается как-то так вот, потому что когда другой человек долго подстраивается, потом это рано или поздно как-то взорвется. То есть вы видите, что с ним можно открыто говорить о том, что не нравится вам, и открыто говорить о том, что не нравится ему. Он не реагирует гневом, он не реагирует пассивной агрессией, он, не знаю, как-то это дело не замалчивает. То есть вы можете с ним открыто по-взрослому говорить. И седьмая вещь, которая говорит о том, что мужчина любит женщину, это если он строит совместные планы на будущее. Так происходит, потому что мужчина свою любимую женщину включил в свой жизненный сценарий. Я вижу свое будущее, где рядом со мной есть женщина, которую я люблю. Соответственно, и будущее у нас общее. Он может с вами говорить о каких-то достаточно конкретных вещах, которые он видит в каком-то среднесрочном, долгосрочном будущем. Если мужчина, скажем, просто как-то поверхностно влюблен, то он, если и будет говорить о будущем, то это будут какие-то такие общие слова, какие-то такие популярные фразы, что-то такое, что у нас будет там все хорошо когда-нибудь потом. И при этом это все будет очень такое нереалистичное. Если же мужчина вас любит, то он будет говорить о каком-то очень реальном, таком прямо осязаемом будущем. Это будет то будущее, которое, как будто бы действительно может произрастать из того, что между вами есть. То есть, если вы говорили о каких-то своих интересах, он вам говорил о своих интересах, то его какие-то планы на будущее, они как будто бы вроде согласуют ваше и его настоящее. Его планы на будущее согласуют ваши актуальные интересы. Ну и стоит ли говорить, что если мужчина любит женщину, то если он говорит о каких-то таких краткосрочных планах, то он, как правило, их воплощает. Это не то, что вот говорит он одно, а делает другое. Когда мужчина любит женщину, он выполняет те обещания, которые дает женщине, потому что это не столько обещания этой женщине, сколько декларация своих собственных планов. Потому что мы помним, планы уже общие. Мы вместе, и я эту женщину рассматриваю как вот человека, который рядом со мной, и, соответственно, сценарий жизни у нас такой вот считанный, общий. Также я хотел бы напомнить, что все люди индивидуальны, поэтому ни один критерий не может как-то рассматриваться изолированно. И все критерии нужно рассматривать все вместе и в каком-то длиннике, то есть наблюдая какое-то время. Кроме того, если у вас возникает вопрос, любит ли вас мужчина, то я всегда вам говорю, что проще всего его об этом спросить. Да, он вам что-то ответит, и вы все равно, может быть, будете сомневаться, но, по крайней мере, ясности, скорее всего, у вас появится больше. Поэтому больше говорите о любви со своими любимыми людьми. Напишите, пожалуйста, в комментариях, по каким вы критериям понимаете, что мужчина влюблен. Возможно, у вас был опыт, когда вот вы начинали встречаться, и вот по какому-то поступку мужчины, по какому-то его поведению вы поняли, да, он действительно любит. Если вы оказались в ситуации, когда у вас в отношениях есть проблемы, которые вам сложно разрешить самостоятельно, записывайтесь ко мне на консультацию. У меня под каждым видео есть ссылки на мои социальные сети. Пишите мне личное сообщение, мы с вами договариваемся. Если вам это видео понравилось и вы считаете, что я делаю важную работу, записываю видео, поставьте, пожалуйста, лайк, я буду вам благодарен. Подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.